Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео мы будем наращивать на гелевые типсы. Многие уже давно наращивают только таким способом, а я сегодня буду пробовать впервые. Наращиваю я очень редко, в основном я хожу со своей длиной, но наконец-то решила попробовать и проверить, так ли это легко и просто. Но дизайн сегодня тоже с изюминкой, хоть довольно и банальный, но мне очень нравятся эти хрустальные прозрачные кончики. И было бы глупо не использовать такой шанс, используя как раз прозрачное наращивание. У меня форма от молекулы, я выбрала форму балерина, которая легко может превратиться и в миндаль, и в овал. В наборе 240 штук и 10 размеров. Каждая типса пронумерована, типсы с хорошей аркой, основание у типсы, которое матовое, оно очень мягкое, а длина уже более прочная. Ну а теперь подбираем форму. Форма должна четко подходить под ваш ноготь, не больше и не меньше. Нужно, чтобы типса четко продолжала точки вроста. Я уже выполнила маникюр и тонким слоем наношу прозрачную базу. Грунтуем наш ноготок, после чего отправляем сушить в лампу. После просушки я беру подходящий размер типсы, прохожусь ацетоном и наношу базу. Я наношу ее у основания и по бокам. Когда я пробовала нанести базу на всю матовую часть, то много базы вытекает за пределы типсы. А если очень тонко нанести базу, то кое-где получаются воздушные карманы. Наносить базу именно так мне понравилось больше, потому что база так наносится равномерно. После того, как я нанесла базу, я включаю свою лампу на 60 секунд. И пока я буду переносить типсу на ноготь и нести руку в лампу, остается еще где-то 30-40 секунд. Этого вполне хватит, чтобы прихватить типс. Переношу на ноготь, смотрю, чтобы база распределялась равномерно и немного стягиваю вниз, чтобы у нас был отступ от кутикулы. Вот такой получился первый ноготок. Странно то, что когда я мерила типсы, мне они подходили, а после просушки мне начинают давить бока типсы. То есть такое впечатление, что я приклеила типс не своего размера, а чуть больше. Если бы я также чувствовала типс еще когда мерила, то я бы точно спилила хотя бы полмиллиметра и особенно по бокам. Но я подумала, что, наверное, пока я несла руку в лампу, у меня чуть уехала типса. Но на втором ноготке повторилось то же самое. И это не затеки базы, мне давит именно этот пластик. И ступенька, как по мне, довольно большая, хотя типсы казались мне очень тонкими. Я пожалела, что решила их не опиливать, ведь большинство говорит, что не нужно вовсе трогать формы, это быстрое наращивание, а значит, чего зря тратить время на опил. Ну а кто-то ограничивается совсем минимальным опилом уже после просушки, то есть когда типсы на ногтях. Наверное, опиливать не нужно в том случае, если форма прям совсем тонкая и действительно идеально подходит к ногтям. В моем случае формы эти оказались не такими тонкими, как мне они казались, а с опилом боковых я, конечно, намучилась, выкручивала руку, и лучше бы я это сделала до того, как их приклеить. Ну и потом я переживала, вдруг я что-то пропустила или спилила лишнее, а вдруг там воздух будет и как вообще относится. Но относилась за 3 недели все супер. Поэтому я показываю свой удачный способ или свой удачный ноготь, который я не опиливала, и форма стала действительно идеальна. Я нанесла уже на большой ноготь базу тонким слоем, просушила и проверяю размер. И теперь я просто опиливаю типс, особенно те углы, которые мне так давят. И также я убираю толщину типса. Возможно, мне просто не подходят эти формы по размерам, и в таком случае без опила не обойтись. Хотелось бы, чтобы все получалось красиво, как на остальных видео. Нанесла базу, перенесла на ноготь, типс прозрачный, красиво, все тоненько и стоит идеально. Но, увы. С опилом такое моделирование, наверное, нельзя назвать супер быстрым, но форму, знаете, как-то опилить гораздо легче до установки на ноготь, чем после. После опила я примеряю снова. И теперь это идеальный по размеру и тонкий типс. Наношу базу и переношу на ноготь. Как видите, тех проблемных моментов, которые были в начале, здесь нет. Идеально плавный переход, которого практически и не видно.
Несмотря на то, что гелевые формы мне не совсем подошли такими, как они есть, и все-таки пришлось опилить, что заняло некоторое время, мне все же понравилось с ними работать. Для себя я вижу больше плюсов, потому что даже с опилом это гораздо удобнее и быстрее, чем выполнять наращивание на нижние формы и моделировать ноготь самой. Приклеили, убрали до нужной длины, придали форму и все, наращивание у нас готово. А теперь переходим к дизайну. Для дизайна бы подошел плотный молочный гель для растяжки, но его у меня не было, поэтому приходится выкручиваться. Я не хочу, чтобы мой ноготь просвечивал, поэтому я наношу сначала молочную базу и просто ей стараюсь закрасить свой ноготь, затем просушиваю в лампе. Все материалы и названия я оставлю в описании под этим видео. После просушки базы теперь делаю растяжку из блесток. Я использую светоотражающий топ и на него еще перенесу сухие блестки. Тоже сушим. И после уже перекрываем молочным гелем. Он прям совсем полупрозрачный, и именно поэтому я сначала закрашивала ноготь молочной базой. Гелем делаем растяжку, чуть заходим на блестки, но не до конца. И тоже сушим. А теперь тот небольшой переход от молочного геля к блесткам я перекрываю прозрачным гелем. Делаю небольшой опил и уже после я перекрываю ноготь топом. Также топом я перекрываю и кончики внутри. Такой дизайн у меня сегодня получился. Пишите, как он вам, было ли полезно сегодняшнее видео. Ну а я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.